Итак, друзья, всем привет! Совсем скоро привезут мне тумбу и аквариум для моего следующего большого проекта. Жду не дождусь, через минут 5-10 приедет водитель, довозит мне его, доставляет мне его на мотобайке. Вот, поэтому я хочу вам показать, как обычно во Вьетнаме доставляют даже таких размеров большие заказы. Итак, друзья, ну что, водитель приехал, сейчас увидите. Привезли мне мой аквариум. Анай! Не там остановился. Тут дома называются 10C, 10C базы. Синчао. Вот видите, аквариум прямо на мотобайке. Вот она тумба черная. Сейчас будем делать распаковку. Сейчас сначала нужно затащить все в студию. Итак, друзья, снова всем привет! Ну что, настал этот день нашего большого проекта. Наконец-то я не мог дождаться, скорее все подготовить. Ну а это тот самый аквариум, который сегодня я буду делать. Он 50 сантиметров в длину, 30 в ширину и 35 сантиметров в высоту. Этот аквариум будет в стиле Ивагуми. Будут использованы речные большие камни. Я вам позже покажу, какие классные, красивые большие камни я для этого скейпа купил. Скейп будет очень простой, но в то же время очень красивый. То есть будут только речные камни, всего лишь несколько штук, больших и поменьше. И также ковровые, и только ковровые растения, такие как Монте, Карло, основная часть, и немножко травки, Хеир, Грасс. Аквариум этот с тумбой, тумба черного цвета. Я специально хотел черного цвета. Фон я пока что поставил вот такой, чтобы вам лучше было видно. И сегодняшний проект я разобью на 2 дня. Сегодня мы сделаем основу, сделаем хардскейп, приклеим черный фон на заднюю стенку. А завтра будет посадка растений. Ну что, давайте посмотрим на этого красавца поближе. Итак, стекло у этого аквариума супер прозрачное, так что скейп будет очень красиво смотреться. Стекло я уже почистил, оно прозрачное и чистое. Лампу я использовал на 35 Ватт, это Хеирус серия А2 Max. И я думаю, что этой лампы будет вполне достаточно для нашего Монте-Карло, чтобы он у нас хорошо рос. Скейп еще будет приподнят кверху, будет много субстрата. Субстрат я буду использовать точно такой же, который я использовал в своем Ивагуми круглом аквариуме, так как там Монте-Карло очень хорошо растет, поэтому я буду следовать точно такой же методике, добавлю все те же ингредиенты в субстрат, как и там. Фильтр я буду использовать нано, совсем маленький. Большой мощный фильтр для такого размера я не хотел покупать. Мощный поток воды нам здесь не нужен, поэтому я купил маленький нано-аквариум. Написано, что он фильтрует воду 400 литров в час, что соответствует также большим фильтрам, поэтому нано-фильтра будет вполне достаточно. Фильтр мне еще не пришел, сегодня его должны доставить с минуты на минуту, поэтому позже я вам покажу, какие начинки я туда буду закладывать для фильтрации. Тумба черная, лакированная, даже вон отражение видно, с дверкой.
где будет располагаться фильтр. Вон там внутри. Итак, а теперь смотрите, какие камни я речные нашел. Какой большой, красивый булыжничек вот такой. Очень красивый цвет и рисунок. И вот такие поменьше камни. И еще парочка совсем маленьких. И этого будет вполне достаточно. Вот этот большой булыжник я буду углублять, то есть он будет торчать из субстрата, может быть наполовину, посмотрим. Я еще пока не решил, но то, что подложка будет в этом скейпе довольно толстая, сантиметров 7-8 это точно, и будет большой слой субстрата, поэтому немножко углубим этот камень. Во-первых, чтобы хардскейп хорошо держался, во-вторых, чтобы этот камень слишком большим не выглядел. Итак, но и первым этапом будет приклейка заднего черного фона. Как приклеивать черный фон, я уже показывал в предыдущих нескольких видео, поэтому снимать я приклейку заднего фона не буду. Встретимся уже с черным фоном. Ну что, друзья, черный фон готов. Смотрится гораздо интересней. Ну что, начнем с первого слоя. Речная галька. У меня ее 5 килограмм. Я думаю, что всю ее я и буду использовать для первого слоя, для размножения и поселения наших бактерий. Так, все 5 килограмм мне нужно сначала промыть под водопроводной водой, и потом уже можно засыпать. Итак, я хочу, чтобы галька была только на задней стенке и в середине. По бокам я не хочу, чтобы она была. Бока и переднюю часть я закрою черным субстратом, то есть гальки видно не будет. Теперь засыплю немножко обычного аквариумного сойла, чтобы было удобнее устанавливать камни. Кстати, аквасойл вот в такой расфасовке по килограмму я купил. И купил я 5 килограмм. Аквасойл этот от фирмы Хеир. Не знаю, никогда не использовал. Посмотрим, как он работает. Далее, основная часть субстрата будет с возвышенностью в этот угол. Здесь будет установлена фильтрация трубки, и камни, основная часть будет здесь. Эта часть будет вся занижена. Поэтому первый слой аквариумного сойла мы немножко сдвигаем вот угол. Сейчас перед засыпкой остальных слоев, первым делом я сейчас углублю в субстрат таблетки для корней, капсулы, точно такие же, которые я использовал в другом своем Ивагуми проекте.
У меня их оказалось не так много в остатке, и забыл я их купить, поэтому я добавлю цветочных удобрений еще. И будем их сыпать там, где у нас будет основная часть Монте Карло. Она будет где-то вот здесь. Там будут у нас камни. Переднюю часть. Здесь. Ну что, начинаем устанавливать камни. Самое интересное, надеюсь, они не слишком большими окажутся. Что-то мне подсказывает, что я слишком большой камень купил. Но сейчас посмотрим. Итак, второй камень оказался слишком большим, я его убрал, посадил вот этот, смотрится гораздо лучше. Сейчас левую часть я буду приподнимать высоко с помощью вот этого гранулированного субстрата местного производства, тоже точно такой же, который я использовал для другого Ивагуми проекта. Так, чтобы еще приподнять эту сторону, засыплю немножко биогумуса. Итак, установлю сейчас остатки камней. Итак, друзья, всем привет! Настал второй день. Фильтр мне так и не привезли, к сожалению, и сегодня вряд ли привезут, потому что сегодня выходной день, поэтому установить фильтр получится только завтра. В связи с этим заполнять водой аквариум я не буду, но посадку растений мы сегодня совершим. Все растения посадим, я просто накрою аквариум пленкой на один день, перед тем, как заливать его водой. Хорошо вспрыснем, чтобы внутри сохранялась влага. У меня огромное количество Монте Карло. Возможно, я купил больше, чем нужно, но лучше больше, чем меньше. Лучше всего Монте Карло сажать плотно друг к другу, тогда мне кажется, что оно хорошо разрастается. Если посадить Монте Карло совсем чуть-чуть, маленькими пучочками,
скорее всего, Монте-Карло хорошо расти не будет. Вот столько у меня его. Должно хватить на всю площадь аквариума. И еще у меня есть Хеир Грасс, который я покажу вам позже. Ну что, перед тем, как Монте-Карло сажать, мне нужно его сначала очистить и вытащить из этих лоточков и разделить его на маленькие кусочки, чем я сейчас и займусь. И покажу вам, как я это делаю. Друзья, пока отделишь весь Монте-Карло от губки, уже устанешь. Ну что, получился целый поднос вот такой. Теперь мне нужно его разделить на множество маленьких кусочков, и мы начнем сажать. Итак, основную часть поделил. Здесь немножко осталось. Я это сделаю позже. Посмотрим, сколько у нас места останется свободного. И отделю вот эту часть. Итак, ну что, начинаем посадку. Я немножко убрал субстрат вот с этого края. Сделал выше эту часть и ниже переднюю часть. Перед посадкой хорошо вспрыскиваем весь субстрат водой. Вообще я хочу набрать немного воды, чтобы субстрат был почти полностью в воде. Так будет легче сажать Монте-Карло.
все, друзья, как я и хотел, почти все израсходовал, почти весь Монте-Карло ушел. Осталось только вот эту часть засадить и вот эту. И как вы уже, наверное, догадались, вот эти пустые места, раз и два, будут полностью засажены травкой. А может быть еще на заднем плане. Посмотрим, сколько Монте-Карло хватит ли вот на всю вот эту оставшуюся часть. Итак, ну и следующим этапом будет посадка травки. Я специально выбрал подлиннее, потому что аквариум большой. Самую длинную посажу на задний план и покороче на передний. Ну все, друзья, готово. Как только я дождусь фильтра, я сниму видео его модернизации, потом мы его установим и заполним аквариум водой. А пока он будет находиться в воздушной форме, я его накрыл вот такой пленкой. Влага будет сохраняться внутри. Ну и все. И дождемся фильтра. Итак, друзья, наконец-то мне доставили мой нанофильтр для нашего аквариума. Итак, что он из себя представляет? Вот такой совсем миниатюрный фильтр. Здесь крышка, плотно закрывающаяся. Моторчик, здесь написано 400 литров в час. Подсоединен к крышке. Внутри пока пусто. Внутренность сейчас будем заполнять, фильтрующую. Далее вот эта трубка для захода воды. И вот здесь будет трубка выхода воды. Значит, две трубки, я их уже обрезал. Как раз в точности хватило длины трубки под аквариум, потому что фильтр будет установлен внутри тумбы. Далее смотрите, какие миниатюрные классные металлические трубочки входа и выхода.
очень классные. Далее к ним были присоски, прилагались, потом я их вытащу. Также вот такой пакетик, мы его используем для нашего наполнителя. Так, собственно, адаптер к фильтру. И из наполнителя я купил вот такой наполнитель для бактерий, заселения. Вот такой. И еще мне вместе с этим фильтром целый пакет положили также такого же, но более мелкого наполнителя. Сейчас покажу. И вот такой же наполнитель, только более мелкий, вместе с фильтром мне пришел. Как раз для размножения и заселения бактерий у нас все есть. Из фильтрующих губок, кстати, вот такая губка была сверху коробки с фильтром. Видимо, просто в целях защиты посылки, но мне нравится сам материал, и я хочу использовать ее как тонкий дополнительный слой фильтрующий. Поэтому вырежем круг по размеру фильтра и добавим ее тоже. Вот здесь у меня вот такая губка обрезки, я их хочу использовать. Вот как раз кружок вырезан, но посередине дырка, я ее закрою кусочком такого же материала. Далее добавим вот такой белой фильтрующей губки. Далее вот такой синий. И вот такой 6D губки. Также посмотрим. Надеюсь, что все влезет. Вообще, такой нанофильтр очень классный. Я его уже использую для своего полидариума. Он работает просто безупречно. И его преимущество в удобстве закладки всех фильтрующих материалов внутрь. И несмотря на свой маленький размер, туда влазит очень-очень много разных губок. Также для бактерий материал. Так, ну что, начинаем вырезать. Также у меня есть еще немножко угля. Осталось вот так в пакетике. Немножко добавим также угля, который также помогает очищать воду. Итак, наш материал для бактерий я промыл под водой. И первым слоем начинаем его внутрь засыпать. Все, друзья, все идеально вместилось. Тютелька в тютельку. Все губки, все наполнители, которые я хотел поместить. По-моему, фильтр меньше, чем моя ладонь. Посмотрите. Ну, класс. Поэтому я считаю, что для аквариумов размером до 80, наверное, литров, я считаю, что большие фильтры, зачем они вообще нужны? Слишком большой поток воды создают, который иногда даже не нужен. Итак, закрываем крышку. Итак, вот он аквариум, кстати. Сколько он? 2 дня мне доставляли фильтр, слишком долго, обычно быстро доставляют. И вот 2 дня он под пленкой, запотевший внутри. Все хорошо. Он Монте-Карло поднял все свои листики. Вот там, кстати, даже растет какое-то растение. Другое, вон, видите?
побег выскочил. Интересно, что это такое растет. Ну что, начинаем установку фильтра. Ну что, трубки установлены, фильтр готов к работе. Так, попробуем запустить. Набираем воды. Ну что, друзья, мы закончили наш Ивагуми проект. Очень минималистично и очень красиво. Мне очень нравится. И я жду не дождусь, когда Монте-Карло разрастется и полностью покроет поверхность грунта. После того, как новый аквариум пройдет все стадии нового аквариума, после этого я хочу еще немножко подсадить Хеир, Грасс, пустые места. Я уже добавил сюда штук 6-7 улиток, они уже вовсю работают, помогают очищать аквариум. На данный момент съемки этому аквариуму всего лишь 4 дня. Воду я буду менять каждый день. Смотрите в описании под этим видео инструкцию того, как я ухаживаю за новым аквариумом первые 3 недели. Фильтр работает идеально, мне очень нравится. Поток воды не слишком мощный для такого размера аквариума, как раз то, что нужно. Трубки смотрятся очень красиво, не броско, не бросаются в глаза. По-моему, очень классно. И мне нанофильтры настолько понравились, что я думаю, что я их буду теперь всегда использовать для всех аквариумов до 60-80 литров. Ну а теперь будем наслаждаться и следить за развитием этого аквариума. Монте-Карло уже вовсю фотосинтезирует. Пузырьки поднимаются к поверхности, если увидите. Свет данной лампы мне очень нравится. И мне кажется, что по мощности она как раз подошла к этому аквариуму. Потому как Монте-Карло фотосинтезирует, значит свет правильный, свет достаточно мощный, что дает ковровому растению так расти. Ну а если вам понравился мой новый проект, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, не забывайте. Только 50% моих зрителей почему-то подписаны на мой канал, все остальные не подписываются, но продолжают смотреть. Так что, друзья, пожалуйста, подписывайтесь, поддерживайте мой канал. Также подписывайтесь на мою страницу в Instagram, ссылка будет внизу. И увидимся с вами снова в новых проектах. Пока-пока.